Здрасте. Тема сегодняшнего выпуска, она у нас назрела нежданно-негаданно, так случайно разговорились, называется ягодичный мостик. Вот. Почему мы ее затронули, заговорили про оборудование, как ни странно, но во многих залах до сих пор нет этого тренажера, хотя он в принципе не сильно большой. И тут у нас возник такой даже небольшой спор. Андрей не любит это упражнение, и я понимаю почему, мы сейчас это обсудим. Дима как бы любит, я к нему отношусь нейтрально, но тоже с определенным, так сказать, точкой зрения. Итак, почему же его любят, почему не любят? Андрей не любит его потому, что он занимает много места, мешает многим людям, особенно у, скажем так, малоподготовленных спортсменов. Да, Андрюха, я правильно твою точку зрения задал? В двух словах. Это максимально правильно и не жестко, а очень лояльно и конкретно. Ну да, я сегодня буду лояльный, Андрюха будет радикальный, Димон будет как бы за. Поэтому так вот тут поговорим. Что происходит, когда приходит барышня и хочет в зале сделать ягодичный мост? Особенно если зал, скажем так, по оборудованию ограничен. Она либо занимает машину Смита, в которой уже больше никто не может поделать этого, либо посреди зала ей надо как-то расположиться. Сгибатель бедра еще используют. Ну, сгибатель беда полбеды, он грузоблочный, там зашла-вышла, как бы это еще полбеды. Но, как правило, но еще не в этом как бы вся проблема. Если девушка, как вот Андрей сказал, малоопытная, да? Девушки, и не только девушки, особенно малоопытные, они сначала что делают? Смотрят интернет. И делают выводы оттуда, когда профессиональные спортсменки или какие-то спортсменки показывают это упражнение. Продвинутого уровня. Да. И приходят и просят, начинают, я высказываю свою точку зрения, со мной не соглашаются, все равно пытаются сделать. Если меня очень сильно попросят, и я дам человеку это упражнение, 99% таких девочек, новичков, не почувствуют и не получат эффект. Это мое личное мнение от этого упражнения. Сейчас мы покажем, почему им будет неэффективно и не совсем приятно. Люха, подашь штангу? Конечно. Для того, чтобы сделать ягодичный мост, штанга у нас, конечно, демонстрационная, нужно уметь правильно занять положение. А для новичков в чем проблема? Да, во-первых, просто это положение для, ну, скажем так, не сильно продвинутого спортсмена, это уже само по себе дискомфорт. Да? Ну, конечно. Надо держать изначально осанку, живот, поясницу, еще эти бедра, теперь еще взгромоздить на себя штангу, задолбать всех окружающих, давай вот. И еще с этим попытаться что-то сделать правильно. Потом оно куда-то давит, тут надо выбрать угол. Вот. Новичок, новенькая, как говорит Андрей, актуально этого сделать не может. Это также относится и к тренерам. И плюс навешивают большой вес, Ну, это чтобы уже, почувствовать хоть как-то. скажем так, дискомфорта больше, чем эффекта, как по мне, например. Как по мне, неправильный угол колена, и поэтому все начинается. Вот У меня? дальше, да. Неправильно? Вот если выставить ноги наперед, будешь больше чувствовать. Как по мне, я согласен с Костей. Но если я выставляю угол Дискомфорта наперед, смотри, у меня начинается болеть спина. Мне тогда неудобно находиться в на этой грудном скамейке. отделе. Вот там, где я упираюсь в да. скамейку, мне давит скамья, мне надо делать какую-то мягкую Так подушку. это 20 килограмм у вас Правильно. штанга, молодой То человек. есть я поставил, да, рычаг у меня становится больше, ягодично, вот я начинаю двигать лавку, то есть мне просто неудобно лежать. Я уже думаю не о том, как у меня там жопа работает. Да, она работает, но я думаю о том, что я испытываю дискомфорт. Я против дискомфортных упражнений в Но и принципе. амплитуда ягодицы. Какая тут? Ну такая себе. Минимальная. Совершенно верно. Ну да, в определенном участке весом ее нагрузить, наверное, можно. Но поэтому тут я присоединяюсь к Андрею. Да не, ничего. Что это упражнение, в таком исполнении больше вам даст, не знаю, юмора, чем эффекта. Хорошо, есть станок в зале такой. Ну берем, есть станок. Да. Ну, Ягодичный мост. да. Ну в станке как минимум спине будет удобно. Там Я за платформа новичка, плавающая. за девочку, за Но новичка. даже за девочку, за новичка, она себя не будет уже так нелепо чувствовать. Во-первых, там удобнее. То есть Тебя станок плавающая- ограничит ей и позволит за счет станка делать правильную амплитуду и в правильной технике. Ну, если ее кто-то еще проинструктирует, то да. В любом станке надо инструктор, это однозначно. Но в том станке, во-первых, угол платформы уже имеет угол, то есть у тебя есть упор ногами, раз, тебе не надо скользить вперед. И у тебя меняется плавающая платформа под спиной, это два. То есть у тебя уже не давит скамейка в спину, вот как мне сейчас. То есть минус два отрицательных фактора, то есть плюс комфорт. То есть уже можно больше сосредоточиться. Нужно, не нужно, это тоже надо смотреть как бы по комплексности всей тренировки. Потому что да, если, ну тут опять мы возвращаемся к азам, если человек не умеет приседать, в принципе, то я считаю, это все как бы, ну,
вторично. Вот. Диме вот нравится это упражнение, да, Димончик? Да. Вот. Он считает, что если правильно выставить все, ну, отзывов много положительных, и плюс, и минус. Я как бы больше все-таки к Андрею склоняюсь и даю это упражнение только реально Вот, я не продвинутым спорю. спортсменкам, которые уже всю базу освоили, и им уже надо для разнообразия что-то дать. Она уже берет более-менее адекватный вес, она его контролирует, у нее есть база в спине, в прессе, везде. И там уже да, но новичкам я его практически не даю никому. Мы же не о новичках говорим, а вообще об Нет, мы говорим упражнении. как раз и о У упражнении, кого о есть проблеме. мышцы на попе, это все Правильно. заходит и Но очень я даже. говорю, что столкнулся с такой проблемой, что люди смотрят интернет, и его это упражнение разрекламировали настолько, что для всех простых обывателей, приходящих в зал, оно чуть ли не самое эффективное и самое основное. Вот это, ну, я считаю, Вот это тебя триггерит, да? Ну, не то, что триггерит. Ну, кстати, я здесь с Андреем соглашусь, потому что часто вижу девочку, которой много, ну, чаще девочки делают, конечно, много еще как бы недочетов, проблемных мест, с которыми еще можно работать и работать, помимо этого моста, и они уже туда вставляются именно, да, наверное, из-за интернета, поэтому тут я ближе, наверное, соглашусь к Андрею. Хорошо, если есть адекватный тренер, который поможет местами расставить. Скажет, подожди там, давай еще через 2-3 месяца. Давай тогда сделаем выводы. Если Давай. это новичок и даже есть станок для ягодичных мост, один вариант и нету станка для ягодичных мост. Ой, для ягодичных. Да. Можно ли, что мы делаем на этом? Ну, в этапе первую очередь всего? новичок новичку рознь, да. То есть если все-таки какой-то уровень был, есть Нет, или берем. есть адаптация, ну если совсем как бы новичок, то конечно же, ну, наверное, отодвинем его на второй время. план. На время как минимум отодвинем, да. А если человек Ну, тренировался? а если он тренировался, тогда мы уже не будем советовать, он сам знает, что ему делать. что Не, ему хорошо. Или он имеет определенную форму ягодицы и хочет как бы усовершенствовать этим упражнением еще свою фигуру, то получается Ну, реально давать, и это будет работать. Да, чем разнообразнее, тем лучше. Главное, чтобы это вам нравилось и не приносило неудобства окружающим. Надеемся, вы вместе с нами сделали свои выводы, а мы на этом прощаемся. Благодарим клуб Orange. Подписывайтесь, ставьте лайки, донатьте, фидбэк приветствуется. И присылайте свои мнения за и против этого упражнения. С удовольствием почитаем.